Всем привет, с вами TwoSouls, и сегодня мы приехали в Эдельский замок на новое исследование. Сегодня мы будем проверять это место на наличие привидений. Мы не знаем, что нас ждет. Очень много легенд, и оставайтесь с нами, будет жарко. Ir arī cilvēki, kas ir redzējuši tā kā tēlu. Какое-то давление, постоянно какие-то перепады, я не понимаю, от чего. Это был ты? Дайте какой-нибудь намек. Здесь кто-нибудь есть? Может, это все-таки затишье перед бурей? Давай. Что? Ну что, ребят, добро пожаловать на первую серию сезона. Мы так долго ждали, что рады сообщить вам, что этот ролик наконец-то вышел. Он снимается... Когда он снимается? В апреле? А вы его увидите, наверное, в июле или в августе. На протяжении 2 месяцев будет выходить каждую неделю по одному исследованию, где мы будем ездить по различным местам и проверять, есть там привидения или нет. Ну что, поехали? Анюта, иди сюда. Что ты там ходишь? Я хожу в Первый раз здесь? Да, я просто прошла чуть-чуть дальше, и когда людей рядом нет, уже такое, на голову уже немножко давит страшно. Ага. Ну, поднимемся на 2-й этаж, там будет еще интереснее. Ну, потому что там чувствуешь себя довольно необычно. Да, но возможно это только воображение, которое хорошо работает. Но бывает так, что эти ощущения иногда такие сильные и необычные. Но иногда проходишь все помещения, выключаешь свет, спускаешься вниз, и все в порядке, тебе не страшно. В 13 веке замок Эделес был крепостью, которую окружала вода. Наверное, видели внизу большие рвы, которые только половина от той глубины, которая была когда-то. Следовательно, данная крепость выдержала 2 большие атаки. Сюда приходили шведские и польские войска, но они не смогли захватить крепость. Здесь происходило много чего интересного. Со временем замок покупают бароны Бер. Они были родом из Германии и жили здесь до 18 ноября 1939 года. Это дата, когда семья садится на корабль и уезжает из Латвии. За 400 лет здесь выросло 13 поколений. Да, это очень много, потому что в то время только мужчины могли наследовать имущество, а женщины не могли. Поэтому у каждого поколения был наследник, который мог жить здесь. Возможно, поэтому все легенды связаны с мужчинами. Однако в замке есть женщина, которая очень особенная и осталась таким неким воспоминанием. Это Сибилла. Мы называем ее Зеленой дамой. Зеленая дама, потому что Сибилла родом из Дундеги. Она вышла замуж за Йохана фон Бера и переехала сюда жить. И жила здесь до конца своей жизни. Вы спросите, почему именно Зеленая дама? Зеленая дама, потому что она носила зеленую одежду. Это помещение называется зал трофеев. Владельцам замка принадлежал оленей сад, куда они часто ходили на охоту, а потом вешали свои трофеи на стену. Они скоро перестанут издавать такие звуки. Сейчас мы с вами в белом зале, и здесь у нас начинаются легенды. Это помещение связано с легендой про Сибиллу и гномов. Это свадебный зал, и не зря. Король гномов хотел провести здесь свою свадьбу, поэтому к Сибилле пришли гномы и спросили, могут ли они арендовать это помещение на 1 ночь. Но было одно правило. Никто из людей не должен увидеть эту свадьбу. Сибилла принимает решение, что все это можно устроить. Тем более, что в знак благодарности гномы предлагают подарить золотое веретено, которое придет в золотые нити. Слугам можно дать выходной, мужа нет дома.
Можно закрыть все шторы, захлопнуть двери, и да будет вечеринка. Сибилла забирает ключи и уходит наверх спать. Легенды не было бы, если бы домой не вернулся муж. Зайдя в дом, он поднимается по лестнице и слышит шум. Он понимает, что здесь посторонние люди. Он злится, потому что здесь справляют какой-то праздник без его ведома. Он открывает дверь, заходит в зал трофеев и хочет попасть сюда, но двери закрыты. Ключей у него нет. Что же делать? Есть только один способ. Можно нагнуться и посмотреть. Замочная скважина ведь большая. Он нагинается, смотрит, видит гномов. Но король гномов тоже замечает, что на них смотрит человек. И вдруг все исчезает. Нет ни гномов, ни света, ни столов, ни вечеринки. Ничего здесь больше нет. Хозяин не успел понять, что он видел. Он поднимается наверх к Сибилле и идет спать. На следующий день он снова уходит, возможно, в церковь или в кабак. Не знаем куда, только потому, что по пути находился дуб гномов, и с его единственной зеленой ветки спрыгнул гном и испугал лошадь мужчины. Они падают с обрыва вниз и погибают. Сибилла переживает смерть мужа. Через несколько дней к ней приходят гномы и дарят ей золотое веретено, так как она сделала все возможное и не нарушала обещаний. Золотое веретено она хранит у себя до конца жизни, но перед смертью просит слуг замуровать его в стене. В какой, мы не знаем. Но, возможно, это где-то здесь. Нет, мы не знаем. Мы и не ищем, потому что в 19 веке замок неоднократно перестраивали. Во время перестройки умирают 2 строителя. Подожди, это она идет речь сейчас про перестройку? Да, что два человека Да, Что когда умерли, да? перестал, да, то что... Типа, Возможно, они пытались найти золотое веретено. типа неизвестно при каких обстоятельствах. Да, возможно, думаю? они искали именно то, что замуровано в стене, и поэтому их так, скажем, Сибилла? наказали. Ну Да. вот я... Ну, видимо, Победа видимо, сегодня Сибилла. надо это проверить. Ну, да. Ну, это на вашей совести. Да. Но да, мы не ищем, потому что это веретено дает нам благополучие в замке. Поэтому зачем его искать? Пусть оно лежит там, где лежит. У этого помещения тоже есть своя легенда. Она рассказывает о том, что в этом помещении произошла ссора между 2 внуками барона, между Йоханом и Фридрихом. Причина ссоры – Сибилла. Оба были влюблены в нее, не могли поделить, не могли решить, кто на ней женится. Во время ссоры Йохан Фридриха убивает. После этого на стене остается пятно крови. Его пытались отмыть, но не смогли. Пытались закрасить, но пятно через время снова проступало. Йохан сильно переживал, так как осознал, что натворил. И чтобы скрыть это пятно, он решает построить камин. Да, атмосфера здесь необычная. Интересно. Я даже не знала, что это за комната, когда прошлась поначалу. Да? Уже начала давить на голову. Серьезно? Да, я, кстати, говорю. Сейчас мы находимся в столовой. Она была построена в 1840 году. Какие-то странные или необъяснимые случаи здесь не происходили. Не знаю почему. Может потому, что этот зал довольно новый, и бароны провели здесь небольшое количество времени. Единственный интересный момент, что мы в камерах видеонаблюдения видим эту пыль. Бывает, что она здесь слишком активно летает. И ведь так устав. Я. Мы иногда смеемся, что в 2 часа ночи здесь начинается вечеринка. Ну, на самом деле, какое-то странное чувство. Тут тоже как будто начал давить на голову. Не знаю, Богдан, мне пока ничего не Вот кажется. здесь вот Мне начал кажется, давить. мне вот единственное, что вот не нравится, вот этот парень, Какой? Свет. А, Ну, интересно, ну не впервые, у нас не впервые это, поэтому... ну если они, в принципе, говорят, что какие-то души летают, то и при свете они, если летали, то значит все. Вполне возможно, мы Да. снимем такие же круги, как и в Янпусе. Скорее всего, братан, Ну вот это уже радует. это уже интересно. А вот в этом помещении интересно то, что со временем фигурки сами по себе передвинулись. Очень pārvietojušās. Паш Парсель? Да, потому что никто бы их не ставил так близко к дверце. Близко стоит, А. как они стоят. Где-то здесь должна была быть такая фигурка. Например, фигурка балерины здесь оказалась слишком близко.
История замка в фотографиях, гравюрах и рисунках. Замок реновируют в 1911 году, и хозяева возвращаются обратно жить сюда. Они делают фотографии на память. И самое необычное, что на одном снимке виден призрак. Кур. И сразу Ван Вегас. Кур. Кур. Мне кажется, здесь. Нет? Вот это. А Настоящее привидение. ну да, май. Похоже на Сибиллу, думаете? Бароны рассказывали, что она может быть гувернанткой последнего владельца замка. Данная женщина занималась темной магией. Именно поэтому она, возможно, застряла в этом замке и блуждает по нему. Un staigā šeit. Tad varbūt tā ir no Sibila. Возможно, это не Сибилла. Lietas, kas ir saglabājušās pēc 5. gada. Jā, tā kā. Это комната с игрушками, историческая, но здесь ничего такого нет. Ты посмотри на эту вот. Подойди сюда. Нет, ты подойди. Посмотри на ее глаза. А ты не видишь, как она смотрит? У нее один глаз пригнулся, а другой целый открытый. Прям. И еще ручка такая. Востриться нет. Jā, rotaļlietas. В этом замке осталось много душ, потому что в течение 700 лет здесь жило много людей. До баронов здесь обитали крестоносцы, затем Ливонский орден, сами бароны 13 поколений, плюс их слуги. Также жили люди с особенными потребностями. Здесь когда-то был социальный дом. В общем, люди здесь жили до конца своих дней. Во время войны в замке находились обе армии, и русские, и немцы. Здесь также размещались лазареты. Когда вы видели привидение? Я очень много раз слышала непонятные звуки. Например, именно здесь после людей надо выключить свет. Это место мне не очень нравится. Обычно я быстро выключаю свет и ухожу. В замке происходило много разных интересных случаев. Например, внизу, где я вам рассказывала про историю замка и где мы начинали экскурсию. В общем, там есть эта лестница. Внизу, рассказывая людям историю замка, иногда появлялись какие-то странные, непонятные звуки со стороны лестницы. Эти звуки слышали и другие люди, не только я. Это означает, что со мной все в порядке. Экскурсанты оборачиваются к лестнице и ждут, когда кто-то спустится вниз. Было такое чувство, что кто-то ходит наверху. Очень часто, идя через белый, красный или зеленый залы, бывало так, что я рассказываю, что там и там такие-то легенды, и вдруг сверху, где строятся новые комнаты, появляется какой-то непонятный шум. И тогда я людям говорю: вы не волнуйтесь, наверху строители, и они работают. В воскресенье. Эстрадная икона. Бывали такие случаи, когда люди говорили, что слышат шаги в отеле. Одна женщина даже оставалась здесь на несколько ночей, чтобы доказать своему мужу, что она действительно слышит шаги. Однако муж ничего не слышал. Но та женщина каждый вечер где-то около полуночи слышала шаги. Там дальше находятся помещения, которые ремонтируют. Там будут новые комнаты для ночевки. И в тех помещениях тоже чувствовали, что там как будто есть привидения. И есть и люди, которые видели темные фигуры. В отеле в 8 номере ночевали супруги, но мужчина среди ночи проснулся с чувством того, что все вроде в порядке. Жена рядом, ему тепло. Но и с другой стороны тоже кто-то лежит. После этого случая многие люди просятся именно в этот 8 номер. Однако мы шутим, что Сибилла не придет, когда ты ее ждешь. Она появится тогда, когда ее не ждут, потому что она хочет удивить. Как-то раз в кафе сидели 3 женщины, пили вино из бокалов, и один бокал вдруг падает. Сначала одна из женщин подумала, что она как-то случайно задела его во время разговора. Но когда тот же бокал упал еще и во 2-й раз, при том, что никто не дотрагивался до него, тут уже женщина поняла, что не виновата. Ты устал? Мы поднялись на 30 метров. Нам сказали подняться, посмотрите, тут красиво. Ну как тебе?
Отстаньте от меня. Я Бел, хочу домой. ладно. Жесть. Ну ладно, самое страшное, это была красная комната, когда я шла одна и завернулась к вам. Я даже не знала. Вот ты уже знал, что-то там прочекал про эту легенду. Да. Я даже не знала ничего. Ну, И уже почувствовала это напыщение. И когда... а что ты почувствовал? Ну, короче, просто, давит вот так. Мы когда зашли в этот большой зал, ну как он, Да, я где понимаю. они хавали, Там еще сдается для всяких мероприятий. да, вот там я прям почувствовал вот сзади, как будто у меня вот так У меня вот то же сдавливали. самое, у меня вот так было. Но в этой, Вау. в этой комнате с куклами, просто устрашающе, поэтому... Но мы сегодня будем скидываться, скорее всего, на Цуефакт, там останется один. Чур не я. Но мы потом Я узнаем. сейчас вообще думаю... Подожди, давай попробуем. Стой. Да. Давай проверим сразу же. Она же сказала, что кто поднимается, один если, то слышно, как будто снизу еще поднимается. Давай один сейчас поднимусь. Давай. Ты заснимешь. Ты видел? О! Сигареты кончились. Ну, вот это вот вот будет жестко смотреться. Ну, на самом деле, когда идешь, Да. в принципе, как будто, слышно, как будто какие-то... Отголоски. Да, как типа эхо, Ну и разыгрывается фантазия, типа. типа того, да. Ну ладно, погнали. Погнали дальше. Есть же там какая-то легенда, что если ты наберешь блюдце воды, вроде да, блюдце воды, поставишь свечки, что-то ты будешь сидеть и говорить типа в зеркало. Ну, в полном мраке. Кровавая Мэри, что ли? Нет. То, что с призраком можно войти в контакт, он типа может как бульки А. в воде. Не, я первый раз слышал о таком. Я знаю то, что зеркала это порталы для привидений. Посмотри на это зеркало вообще. И причем, смотри, ты видишь, в конце увидеть. Да, ты просто вот ты будешь сидеть и ты видишь вот этот конец туннеля. Ты представь, тут полный мрак. Я не хочу представлять. Ладно. Ты заметил то, что в каждой локации, где мы были, везде пианино есть? Что и в первой? Можно вообще? Чё, смотри. Ясно. Вот тут его сфоткали. Он был, получается, в этом дверном проеме, но там, по-моему, administration или... Нет, там же выход в лоджию. А, Мне кажется, так. Ну что, ребята, мы прошлись по замку. мы вышли из замка. Да, нам провели Была экскурсию. Очень большая интересная экскурсия. Большое спасибо Жёстко. нашему гиду. Она очень много чего интересного рассказала и было очень сильно познавательно. Сейчас мы вышли сделать кадры с дрона, потому что уже темнеет. И скоро уже будем заходить и делать исследования. Пока, честно, не страшно. Во-первых, потому что не ночь. Да. Но когда мы зайдем и уже будет везде темно, тогда уже посмотрим. Но очень круто то, что очень много разных комнат, разные залы, разные комнаты. Разные То есть, истории. да, разные И истории. разная энергетика в разных комнатах. Разная энергетика, и можно, да, разойтись нормально. Поэтому, Да, и стоит отметить, что сегодня, как я понял, полная луна. да. Именно в эту ночь. Мы вообще не смотрели, когда она. Да. И, то есть, приехали, и вот Нам так только что получилось. рассказали, да. То есть мы были в прошлом месте, в последнем нашем расследовании, это 13, Янтус, это пятница 13. 13, а тут полная луна. Ну мы, короче, решили собрать весь полный комплект. Мне кажется, в следующий раз надо 6 числа ехать. 6.06. Две цифры 6. 6 утра. Думаешь? Что-то произойдет. 6 минут. 6 секунд. На 6-м этаже. Ну а как твои впечатления? Ты же первый раз. Да, на таком. понятно, что первый раз. Я уже не знаю, я уже, когда увидела комнату с куклами, уже там готова была остаться. Я, честно скажу, мне вообще пока Пока не страшно. ничего вообще не До страшно. лампочки. Вообще ни одного момента не было, чтобы я что-то чувствовал и что-то... Ну, возможно, потому что я в первый раз, а вы уже такие. Не, ну мне больше На всего, несмотря на то, что голова заболела в том зале, где они кушали, но как-то не очень чувствуется, когда мы заходим прям сразу в эту комнату, где эти рога, там, где рядом лестница, да. на второй этаж, вот там как-то страшно. Самое главное, и я считаю, что такое триггерное, это то, что есть фотография,
где в принципе что-то, ну, прям необъяснимое, ну, как бы, это нельзя сказать, что прям это факт, что это призрак, но а что это может быть? Мне показалось то, что ну там прям как будто силуэт женщины, как будто она в платье, типа... Там платье прям до пола Да, такое да, да, белое, да, да. и она как будто вот так смотрела. Не, мне очень интересно, как Рэмпот в этот раз себя поведет. Я очень надеюсь, что он сработает. Но с другой стороны, если он сработает, то что ты будешь делать? Не знаю, думаю, домой поеду. В общем, мы не могли поехать сюда вдвоем, потому что как бы страшно и так далее. Вот. И мы решили взять с собой Анюту, вот, Привет. чтобы нам Да. не было так страшно. И вот это ее первый раз в такой тематике. На самом деле, единственное, что напрягает, очень холодно, безумно холодно. Вы даже не представляете, сколько тут градусов сейчас. Могу сказать, он около 5, правда. Очень Что тебе, холодно. Страшненько? Да мне холодно, а не А страшно. тебе страшненько? Нет, Нет? Вот, поэтому... мне вообще не страшно. Сейчас посмотрим, что произойдет. Пока что мы никаких, пока снимали подводки, снимали комнаты, не слышали никаких звуков. Пока что, Ну только на экскурсии тогда. ну, только Чё-то на экскурсии там, так но чуть-чуть может странно, быть, но... еще ничего точно не можем сказать. Вот, поэтому сейчас мы с приборами и попробуем поговорить, и посмотрим, тут кто-то есть, кто-то нету. По сути, как говорят, здесь призрак женщины, а именно зеленой дамы. Но Но. стоит учесть, что, как и в любом замке, призраков может быть несколько. Их может быть 2, может быть 3, может 5. Мы этого не знаем, и нам это предстоит узнать. И узнать, есть ли они вообще. Тут, по Поэтому- сути, может быть призрак еще мужчины, а именно Фридриха, которого, по сути, убили в той Как красной. раз таки там вот недалеко, мы тут прям здесь Да, стоим. возможно, он, ну, я читал в интернете то, что он именно ходит по комнатам и пугает посетителей, а зеленая дама, ну, про нее ничего не было написано, просто она тут есть, и все, это самый популярный призрак. Еще, когда мы снимали только что для вас проходки по всему замку, в замке помимо нас есть охранник, который сидит в своей комнате, и у него там есть большой экран, где Видны все видно, видеокамеры. да, видно помещение. Она нам сказала, когда мы вот снимали, как раз таки Аня была в это какой была комнате? Зеленая комната. В зеленой комнате, мы там еще будем. В этой комнате, то есть на камере было видно, как Аня стоит, и охранник заметила, что вот просто пролетает какой-то как кружок, внутри дырка, ну то есть непонятно вообще, что это, ну типа как будто она вообще говорит, что это силуэт, то это как типа душа, ну непонятно. Она не успела это заснять, мы ее, конечно, попросили, что если вдруг такое что-то подобное произойдет, обязательно надо заснять, вот, но уже первый такой момент, что как бы сложно объяснить это, ну как бы нам стоит только поверить на слово, поэтому если тут в принципе, как утверждается, что часто видны всякие такие вот подобные на камерах, как силуэты, или как тень, или как кружочки, то Рэмпот, по идее, очень вероятно, что сработает. Я думаю, стоит начинать. Ну, погнали, с Богом, как С Богом. говорится. Погнали. Это первая серия, первый сезон, поэтому let's go! Мы взяли 2 прибора. Первый прибор — это Рэмпот, который работает как? Выдвигается антенка, мы его включаем, и он, по сути, реагирует, ну, получается, на движение или на прикосновение. То есть, если кто-то, вот они вот так продемонстрируют, если кто-то пройдет мимо него или подойдет вот так вот, близко к антенне, то он сработает. И так мы узнаем, что здесь кто-то есть. Второе — это EMF, который реагирует на электромагнитные волны. По сути, если привидение будет рядом или пройдет мимо, то эти лампочки должны загореться. А если будет красное, что это что означает, Никитос? Это 100% демон. Мы покупаем путевку и уезжаем. В Таиланд. Да. Не, я думаю в Албанию собирать клубнику. Здесь кто-нибудь есть? Покажись. Или пройди мимо нашего прибора. Мы узнаем, мы так узнаем, что ты здесь. Сибила, ты тут?
Я предлагаю Я надеюсь, она поменяет наш зеленый на желтый. в зеленую комнату Да, красный. Нет. поставить приложуху и попробовать поговорить. В зеленой комнате? Да, прям сейчас. Давай. Мы оставим REM-под здесь. У нас есть приложение, называется оно вот так, Ghost Stalker Lite. Light version. Light version, man. Light версия. Да? Вот. Как это работает? Мы кладем телефон, нажимаем на кнопку, и приложение выдает слова просто рандомно. Если призрак здесь все-таки есть, то он будет как раз-таки нам давать такие слова, чтобы мы как раз-таки поняли, что он с нами, и мы сможем с ним как бы построить диалог. На английском языке, но будем вам переводить. Да. Опять же, мы в зеленой комнате, и по сути тут должна, наверное, быть Сибира, потому что ее называют... Что? Телефон. Это телефон. Я сейчас обосрался, просто собачьим. Тут EMF вообще, кстати, можно выключить, потому Ладно, что всё, его окей. точно не надо. Let's go. Letter. Письмо. Grandfather. Может, она хотела написать? Cousin. Кузен. Кузен. Мы не знаем ничего про кузена. Сибила, ты тут? Может быть, зеленая дама здесь? Past. Прошлое. Poison. Отравлен? Здесь кого-то А может, Травили? был кинжал, которым зарезали, был отравлен? Ну, это фантастика. Кого отравили? Discussion. Дискуссия. Sing. Знак. Sign? Да. Я подумал sing. Contact. Контакт. Контакт. Ты с нами ВКонтакте? Мне при этом слове. Пение ВКонтакте. Чё? Нет, синг, ты правильно сказал. Enemy. Враг. Okay. Что? Maybe. Что? Мы говорим с женщиной или с мужчиной? Вас здесь много? Light. Свет. Да, у нас накамерный свет. Тебе не нравится свет? Reading. Читать. Да, мы читаем слова. Вас здесь много? Confused. Ты? Из-за света? Determined. Не знаю. Если ты с нами, то где тебя можно услышать или поговорить с тобой? Demon. М, Disagree. Stress. Что она не согласна? Не согласна, стресс, демон. Демон не согласен. Daughter. Дочь. Дочь. Gregory. Григорий? Григорий, ну. Надо спросить, тут был кто-то Funeral. похороны? Save. Безопасные похороны? Йохан хранил своего брата, да? Может быть, он кого-то еще убил? Если ты с нами, сколько тебе лет? Opportunity. Возможность. Sibling. Типа, родимая душа. Ну, брат или сестра, типа, сыпались. Да, мы говорим с одним из братьев. Фридрих, Йохан. Age. Возраст. Depression. Депрессия. Она в депрессии. Сибила, это ты? Freezing. Да, нам холодно. Да, очень холодно, ну согласна. Сибила, если это ты, как тебе жилось, зная, что твой муж убил своего брата? Direction. Путь. Ты где-то здесь? Нет, путь, на котором умер ее муж. В смысле? Муж утром по пути умер, поэтому путь. Здесь кто-нибудь есть с нами? Scared. Ты нас боишься? Like. Или... Нравится? Нравится, что мы испуганы? Я думаю, что да. Ты хочешь с нами поговорить? Happy. Ты счастлива, что мы здесь? Подожди. Она, наверное, счастлива или он, потому что с ним никто не разговаривал до этого. А ты сможешь нам ответить на пару вопросов? Boyfriend. Бойфренд?
Нет. Ну, Ну, как бы. Sad. ну может... Парень грустный. Ну нет, типа, если, типа, брать так, что Сибила, ее парень, типа, был грустным, по факту, что он убил своего брата. Ну, кстати. Ну, если так Да, совсем. да, да, да. Я не понимаю, с кем мы разговариваем вообще. Мне кажется, что Сибилой. А может тут два человека, они ведут между собой дискуссию. Сколько здесь привидений? Burning. Пожар. Да, Тут было куча замок пожаров. горел. Ну что? Мы попробовали поговорить с призраком Да. через приложение, но были какие-то небольшие соприкосновения, но мы хотим прям четкости, прям четко, чтобы было это понятно. Да. Вот, звуков вообще никаких не наблюдается пока что. Гробовая тишина. Поэтому мы идем в детскую комнату, Где куклы? где куклы. Это и- вообще самая страшная локация, как по мне. Это самая страшная локация, это факт, потому что там, во-первых, куклы вот с такими Много глазами. глаз. Много Да, глаз. как будто может сложиться впечатление, что за тобой кто-то наблюдает. Там висит в соседней комнате фотография, где запечатлено, мы не знаем, ну призрак это или не призрак. Пойдемте и попробуем поговорить. Вот мы ставим ремпод в соседней комнате. Работает? Ага. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Мы вас ищем по всему замку. Или, возможно, все это сказки, и здесь никто не обитает. Мы ради вас сюда сегодня приехали. У тебя есть шанс поговорить, потому что мы с тобой только хотели поговорить. Я думаю, что здесь никого нет, кто хочет с тобой поговорить. Сейчас самое время вступить с нами в контакт, издать какой-нибудь звук, чтобы мы поняли, что ты здесь. У меня дома даже нет. Дома ты в городе живешь. Хотя бы ветер или что тут вообще? Из-за того, что стены. Да тут даже ветра Же нет. летучие мыши, или птицы, там кот, вообще никаких звуков, вообще аут полный. Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. А может ты просто не можешь? О, мы пошли с... И по козырей. Равшана схеме, короче, пошли. По Равшана схеме. Кто не знает, для зрителей, в последние 2 выпуска с нами был Равшан, кто смотрел, и он любит, так сказать, выводить на эмоции. Я думаю, знаешь, что надо попробовать? Да. Я думаю, надо попробовать походить и поговорить. Я думаю, что нужно попробовать взять рамфот, пойти на первый этаж, поставить его и просто ходить, ну как бы так, не просто топать, ну постепенно, тихо ходить, разговаривать и вот так вот передвигаться, не стоять на месте, то есть. Здесь кто-нибудь есть? Прям скотчем заклеен шкаф. Дайте какой-нибудь знак. Просто коридор. Я обосралась. Мы хотим просто поговорить. Неужели ты нам не покажешься сегодня? Стоп, она же Сибила. Сидела за прялкой? Да. Да? Но это не прялка, наверное, даже не прялка. Это- Швейная машинка. Да, А вот швейная. прялка. Это прялка, да? Да. Ну давайте попробуем, может быть, все-таки здесь Сибила. Потому что в легенде было сказано о том, что она после того, как муж
ушел из жизни, Да. а она только всю оставшуюся жизнь сидела за прялкой. Да, в принципе, ничего другого не делал. Вот, поэтому... Сибила, ты здесь с нами? Сибила, если ты с нами, издай какой-нибудь звук. Мы просто хотим поговорить. Тебе же нравилось сидеть у прялки. Вот здесь твое место. Мы тебя ждем. Очень, очень, очень странно. Ну, может, это все-таки затишье перед бурей? Так, ну давайте попробуем установить ремпот, наверное, где-то может быть здесь. Пойдем чуть в дальние комнаты, походим там. Вы помните, как ремпот работает? Мы были тут, но мы не были. Ну, это он. Ну, потому что так Ну, подожди, Ну. пройди. все нормально, не работает. Окей. Потому Ладно. что он качался. Да. Мы пришли. Мы хотим поговорить. Мы с добрыми намерениями. Мы не хотим тебя обидеть. Мы просто хотим узнать, ты здесь есть или нет. И если да, то почему? Давай попробуем идти дальше. Мы оставим ремпот тут стоять. Если он сработает, то мы по-любому услышим. Почему здесь тебя видели? Дай нам знак. О, посмотрите, это походу вообще дымовой, нет? Ну, дымовой. А, да. Сидит, чилит. По сути, помнишь, нам говорили, то, что в основном почему-то звуки со второго этажа вот туда, но нам туда нельзя, потому что там строится что-то. Ну, ты наверху? Спустись к нам. Мы тебя не обидим. Мы просто хотим получить ответы. Если ты нас слышишь сверху, то ты можешь сверху ответить нам. Да, ты можешь издать звук. Скрип, шаг. Все что угодно. Что это было? Это был ты? Если да, то ты можешь сделать еще раз. Кстати, там не были. А тут же женщины. Да. Тут, мне кажется, можно как раз таки с Сибилой поговорить. Почему фотография висит вверх ногами? Где? Ну вот, не фотография, а рисунок. А, это? Да. Сибила, может, ты здесь? Это ты на портрете? Вы здесь любили выпивать чай? Что ты слышал? А там нету ничего, мы в башне. Может, это твоя любимая комната? Что тебя связывает с этой комнатой? Можешь постучать, если ты здесь. Почему тебя называют зеленой дамой? Может, они русские не знают? Попробуй по-латышски. Сибилова это ощущает?
Ладно, пойдем дальше. Библиотека. Ты за нами наблюдаешь? Можешь постучать, если так. Это так. Ну или подойти к нашему прибору. У меня почему-то мы вошли здесь опять какие-то, не знаю, головные боли начались, какое-то давление, постоянно какие-то перепады, я не понимаю, из-за чего это. Не знаю, Ну мне... да, тут намного холоднее. Мне почему-то пока вообще очень спокойно. Кто-то хочет с нами поговорить? Дайте знак. Идем дальше. Так, ну мы вернулись. Вот если ты с нами, ты можешь издать вот такой звук. Угу. У меня есть предложение. Авантюрное. Можем попробовать все сесть втроем вместе у зеркала напротив. И просто попробовать поговорить в такой же кондиции. Поставить рампод и попробовать поговорить. То самое зеркало, у которого нам сказали слово демон. Да. Ай, бляха-муха. Муха-цокотуха. Бери рампод. Ладно, давай попробуем. Наверное, рампод поставь сюда в проход. Может, ты себя проявишь через зеркало? Дай нам знак. Сибилла, ты тут? Мы в твоей комнате. Мы перед зеркалом. Мы пытаемся просто поговорить. Нас не надо бояться. Мы не ради забавы здесь. Это не какая-то шутка. Мы просто хотим задать пару вопросов. Ну что, ребят, вот настал этот момент, мы пришли к нашему эксперименту. Это, в принципе, самая такая нервная часть для нас, вот, для нашей команды. С нами сегодня, как вы помните, Аня. Она немного перепугалась. Это нормально для человека, который первый раз, поэтому мы это все понимаем. Да. Так что Да, не там сердитесь на нее, не надо писать в комментариях что-то про нее. Пожелайте нам удачи. Разделяемся, Никит отправляется в комнату с куклами, а я остаюсь на первом этаже, по всему первому этажу. Попробуем поговорить, провести эксперименты в одиночестве, посмотрим, будет что-то или нет, и... Да? Давай, братик. Давай, удачи. Давай. Давай. Так, ну что, ребят, вот мы и начинаем наш поход. Это сезон, будет жарко, пристегивайте ремни, и мы начинаем. И вот это страшная комната. Ну что, можем попробовать поговорить? Ну давайте попробуем позадавать вопросы. Здесь кто-нибудь есть? Издай какой-нибудь звук.
Конечно, пол дико скрипит. И из-за того, что пол скрипит, создается впечатление, что кто-то рядом. Вот, но это все фантазия. Очень сильно играет. Я думаю, то, что медлить не стоит. Сразу надо приступать к экспериментам и выбрать какое-нибудь местечко. Вот прекрасная кукла. Мне при виде нее очень жутко. Это выглядит, я думаю, максимально жутко на экране. Я думаю, отсюда мы можем начать. Так, включаем ремпод. Ой, ремпод, EMF. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Сибила, может быть, ты здесь? Я здесь один. Кстати, на самом деле, наверное, из-за страха. Это ремподик. Давайте, как по традиции, Равшанчик это делал. Так. Поставил в проходе. Если здесь кто-нибудь есть, пройди мимо прибора. Посмотрите на эти куклы. Они просто выглядят как будто, я не знаю, хотят меня убить. Издай какой-нибудь звук. Может быть, вас несколько, и вы просто боитесь? Полная тишина, ну просто, вообще ничего не слышно. Не знаю, давайте попробуем, может, сменить локацию. Смотря на эти фотографии, и все во мраке, это все равно страшно. Вот еще такое тут есть, да? Я совсем один, и может ты сейчас себя проявишь? Я не желаю тебе ничего плохого, просто хочу поговорить. Я пришел с добрыми намерениями и хочу с тобой пообщаться. Здесь кто-нибудь есть? Сибила, ты здесь? Тишина, конечно, гробовая. Вообще ничего не слышно. Давайте попробуем в другую комнату сходить. Я думаю, это место исчерпало себя. Я пришел здесь, где мы уже были. Вот, тут стоит прялка. Дайте какой-нибудь намек. Любой звук, шорох. Тогда я пойму, что кто-то со мной. Ну просто гробовая тишина на самом деле. Реально, вот кто бы что ни говорил, но просто тишина. Ни один эксперимент не показал вообще никакой активности. Пройди мимо прибора, если ты здесь. У тебя есть последний шанс, чтобы поговорить. Я не знаю, что говорить, но вы сами все видели, в принципе. Сейчас мы пойдем аккуратно, не пугая Криса. Вот вы, наверное, сейчас сидите дома, смотрите, а я за дофига километрах от своего дома в большом-большом замке стою в главном зале, где когда-то проходила свадьба гномов.
почти 3 часа ночи сейчас. Я никогда бы не подумал, что я окажусь в такой ситуации, и я буду здесь и буду этим заниматься. Но это круто. И надеюсь, что вам тоже это понравится. Никитос. Чё, думаешь, все? Ну что, ребят, давайте перейдем к выводам. Мы пробовали разное, мы пробовали все эксперименты возможные, которые запланировали. Ничего не произошло, к сожалению. Просто гробовая тишина. Вообще ничего не можем гарантировать. Может быть, типа, здесь есть какая-то активность, но она настолько минимальна, что ее вообще нельзя запечатлеть. Если мне задали вопрос, типа, как ты считаешь, в Эдельском замке обитают привидения или нет, я бы сказал, что здесь никого нет. В любом случае, это расследование было очень прикольно, я получил гору эмоций и воспоминаний, которые я запомню навсегда это. На самом деле не могу дождаться, когда мы поедем в следующее место и попытаемся опять кого-то словить. К сожалению, не всегда будет так, что мы будем приезжать в какое-то место и будет происходить какая-то жесть. Вы должны это понимать, потому что мы это же снимаем все по правде. Мы нигде никак вас не обманываем, чтобы там набрать какие-то там просмотры. Мы это все делаем от чистого сердца. Ставьте огромный палец вверх. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Также, если вы находитесь в Латвии, обязательно можете приехать в Эдельский замок. Конечно, И обязательно. Тут есть и музей, и кафе, и Гостиница. есть еще гостиница, поэтому, если вам интересно, обязательно съездите сюда. Здесь действительно круто, очень красиво и очень интересная история. Увидимся во второй серии. Да? Ну что, погнали. Всем пока.